Довольно неблагодарное это дело давать видеоотзывы о прочитанных книгах, поскольку количество просмотров минимальное, но, как говорится, не одними лайками, не одними просмотрами живет видеоблогер, поэтому я продолжу все-таки эту тему и поделюсь сегодня с вами своими впечатлениями о очень интересной книге. Так, здравствуйте, меня зовут Лариса Левинская, а книга называется «Включаем обаяние» по методике спецслужб. Написано в соавторстве, первый автор это Джек Шафер. Читается книга очень легко, хотя написана она американскими авторами, язык понятен, доступен каждому. Вы знаете, я не первый раз читаю литературу по похожей тематике. Конечно, самый яркий пример это «Психология влияния» Роберта Чалдини, но скажу, что те примеры, которые приводит именно Джек Шафер в своей книге, используя многолетний опыт работы в ФБР, простые довольно примеры и полезные примеры. Они будут полезны многим, кто контактирует с людьми, практически каждому. Знаете, я, когда читала книгу, наконец-то меня осенила мысль, почему на фотографиях в Инстаграм, на которых я сфотографирована с легким наклоном головы, я, оказывается, самой себе нравлюсь больше, чем на фотографиях, где я смотрю прямо в объектив. А все потому, что, открою один небольшой секрет, для того, чтобы сохранить еще интригу тем, кто хочет все-таки почитать сам эту книгу. Когда на вас собеседник смотрит с легким наклоном головы, здесь у нас проходит сонная артерия, значит, получается, что он оголяет свою шею, подставляет свою шею. И значит, он вам доверяет, человек выглядит более расположенным к дружбе, к приятному общению с вами. И есть еще другие простые способы, как искусственно или естественно произвести хорошее впечатление на собеседника еще до начала разговора, если вы хотите завязать дружбу или более близкие отношения с этим человеком. Очень понравилось и приняла к сведению рекомендации Джека Шафера по поводу того, когда стоит напротив вас группа беседующих людей, как по расположению стоп на собеседников можно определить, стоит ли вам подключаться к этой группе в разговор, примут вас с радостью, либо, допустим, разговор сугубо конфиденциальный, не стоит примыкать к этому разговору. Как уладить конфликтную ситуацию, как свести к минимуму нежелательные последствия виртуального общения в интернете. Масса другой полезной информации. Как, допустим, наладить контакт с совершенно незнакомым человеком по методике спецслужб, ненавязчиво, даже предложить, не говорю, прямо речь идет о вербовке, но какое-то совершенно незнакомому человеку предложить интересное предложение сделать. Это все вы узнаете на страницах этой книги. Советую найти время, почитать. Еще раз, «Включаем обаяние» по методике спецслужб, автор Джек Шафер. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Лариса Левинская. До скорой встречи!